мысли, чувства, действия и планы загаданного человека по отношению к вам. Приветствую всех, друзья, с вами на связи таролог Алехандро, мира вам и вашему миру. И сегодня мы погадаем на картах Таро на мысли, чувства, действия загаданного человека по отношению к вам в ближайшем будущем, может быть, вообще по ситуации. Настраивайтесь на себя, на свою ситуацию с загаданным человеком. Этот расклад Таро для мужчин и для женщин. И начнем мы с того, что посмотрим, как карты Таро видят вашу ситуацию, что происходит между вами. Давайте несколько аспектов. Давайте пока 5 попробуем, 5 аспектов, что между вами. Как карты Таро видят вашу ситуацию, вот так. Итак, сегодня немножко увеличил себя, свое окошко. Если вы скажете, что меня много, то я себя уменьшу, в пропорциях. Между вами дьявол. Смотрите, ситуация нелегкая. И знаете, у вас как будто бы вы что-то друг другу должны с одной стороны, а с другой стороны отношения между вами идут по сценарию долговых обязательств. Ты мне, я тебе что-то должен. А с другой стороны, дьявол может говорить о чем-то не очень чистом или не очень светлом. Как минимум, зависимость, созависимость и что-то не очень... такое чистое может быть между вами, но это может быть не обязательно что-то темное, например, магия или еще что-нибудь, но это может быть страсть, которая не очень светлая, Как минимум, дьявол присутствует в раскладе, то есть в ситуации. Может, он уже отходит на второй план, или он отходит в прошлое, посмотрим, какие еще карты. Может, Луна есть вот здесь где-то или в центре. Дальше есть 7 кубков. Знаете как? У меня такое ощущение, что кто-то кому-то морочит голову. То ли он вам, ваш партнер, то ли вы ему. Здесь 7 кубков, иллюзия. То есть за дьяволом следует 7 кубков. И если есть дьявол и 7 кубков, то как минимум тот, кому что-то выгодно, дьявол — это всегда выгода, возможно, пользуется тем человеком, который не замечает, что ему что-то выгодно, партнер. Поэтому здесь есть дьявол, который как минимум порождает некую выгоду для одного из партнеров. Интересно. И возможно, кто-то в розовых очках. Например, женщина в розовых очках, Она не замечает чего-то. Например, мужчина ей дарит столько цветов, что она прям не замечает чего-то за цветами, Или наоборот, мужчина не замечает за красотой женщины, таким очарованием каким-то, или за своей страстью, то есть ему страсть заслепила, например, глаза, что он не видит в женщине чего-то, другого, и чего пока не видит. Окей, центральная карта, она здесь и сейчас, конечно же, здесь есть чувства в этих отношениях, они тут есть, они в центре. Если у вас чувств нету, то, возможно, это не очень хорошо, и мне искренне жаль. А с другой стороны, может быть, вы себя на этом раскладе можете проверить. А если здесь чувства у вас, и для чего-то эта карта выпадает, может, это как триггер какой-то, Возможно, здесь страстная любовь до потери памяти. Это тоже может быть комбинация здесь, что прям кто-то так влюбился, что сходит с ума, И, например, он или она не выходит у вас из головы и живет в сердце. И прям уже не отношения, а зависимость какая-то, Но при этом тогда розовые очки здесь присутствуют.
Женщина здесь очень красивая, очень умная, чувственная. И мужчина даже здесь не до конца понимает эту женщину, не до конца ее еще открыл. То есть пытается разобраться. Знаете, у меня здесь такое ощущение, что женщина как минимум здесь управляет мужчиной или делает мужчину зависимым своей красотой. Ну или своим умом, или и красотой, и умом. Да, вот так. Ну и то же самое можно сказать о мужчине, в принципе. С другой стороны, мужчина тоже может быть красавчик, но женщина тут однозначно красавица. Да? А даже если мужчина не красавчик, то он адски ничего. Да, такое тоже бывает. Адски ничего. Да? Такое, но страсть тут есть. Окей. Как минимум, ну и перспектива этих отношений как бы вырисовывается какая-то здесь уже. Но чувство ж есть. Если есть чувство, тогда в этих отношениях вырисовывается перспектива. Слышите, как карты вам подсказывают? Ой, ну как же без него? 12-й. 12-й, висящий, да, он же висящий, я его называю. Давайте пока вот так положу. Смотрите, здесь есть зависимость в этих отношениях, созависимость. Все это укрепляется чувствами, страстью, адскостью мужчины и адской красотой женщины, умом женщины, зависимостью женщины от мужчины и мужчины от женщины, может быть взаимно, кармическим узлом. Здесь может быть кармический узел, вот эти две карты. Причем он такой дискомфортный достаточно. И, знаете, тут вот такая, здесь может быть такая ситуация. Вместе невозможно и врозь никак. Да? Вместе невозможно и врозь никак. Вот. Вместе невозможно, а врозь никак. Это же связывающие карты. Это связывающее и обязывающее, это связывающее и утяжеляющее. Поэтому давайте так скажем, в ваших отношениях такова ситуация, и карты видят так, что, скорее всего, вы испытываете чувства, возможно, даже друг к другу, и в этом всем есть и страсть, и созависимость, и боль какая-то, и красивая женщина, и адский страстный мужчина, и иллюзия розовые очки, и где-то, возможно, даже есть морок некий, да, вот это такая комбинация, и кармические узлы. Окей, ну давайте возьмем змей все-таки. Я долго колебался, как пойдет эта пара карт, колод или нет. Она пойдет, конечно, любая пара пойдет. Но здесь, знаете, такая ванильно-розовая колода, да, и змеи, да. Но змеи – это всегда мудрость. Первый вопрос, который я бы хотел спросить. Любит или использует? Скорее всего, дьявол – это использование всегда, да. Хорошо. Кто-то будет смотреть, любит или использует, а кто-то пусть посмотрит, как именно использует, да. Если как именно используют, как угодно используют, может недооценивать и может обесценивать вас. Вот как он вас использует, если использует, да, кто смотрел вопрос. Если использует, то обесценивает. То есть, не знаю, возможно, таким образом, шут дурак, да, держит за дурака или держит за дуру, да, вот так. То есть, считает себя более значимым, да, свою значимость поднимает. Но как же он тогда использует вас? Считает, что он управляет ситуацией и манипулирует просто вами. А вот если любит здесь, вот кто смотрел на любит, да, то здесь прямо просто такая сумасшедшая или безумная страсть. Безумная страсть, вот так. Поэтому смотрите, если вы чувствуете, что вами манипулируют, то просто считают за,
я умнее, да, такое часто бывает. Один партнер считает умнее другого. Почему нет? А если любовь, то это просто безумная любовь, безумная страсть. Вот так. Угу. Хорошо. Иллюзия в этих отношениях, но я ее хочу соединить же с дьяволом и чувствами. Что вам в этих отношениях затмевает глаза, разум, да, что делает эти отношения, ну, что в этих отношениях вам надевает розовые очки, да, ну, почему, или иначе, да, почему ваш партнер считает себя умнее вас, вот так. Хотя же здесь, например, присутствует интеллект, да, то есть можно сказать, что здесь женщина умна и красива, или наоборот, мужчина как минимум умен, да, ну и может быть и красивый, адски красив. Окей. 7 кубков, еще раз. Что именно является вот этой иллюзией, причиной этой иллюзии у вас? 4 кубков. Такая сложная карта. Причина этой иллюзии. Причина вашей иллюзии заключается либо в чувстве вины, вы должны что-то, это вина здесь, или обида, ну тут вина и обида, либо себя вы просто недооцениваете. Все. По-другому я тут не могу сказать никак по 4 кубков. Поэтому ваша иллюзия, да, ваши розовые очки или ваше невидение ситуации вызвано тем, что вы постоянно что-то должны, либо обижены, либо должны, это зеркальное состояние, либо действительно вы себя недооцениваете. Ну, то есть самооценка может страдать здесь. Тогда. Хорошо. Его истинные чувства к вам. Вот эта карта прямо напрашивается, да? С одной стороны, он может чувствовать, что вы его шанс, но с другой стороны, он может вас использовать. Итак, его истинные чувства, ему действительно эти отношения выгодны в материальном плане. Ну, может быть, вы такой красивый партнер или красивая партнерша, да? Красота, внешность. Но с другой стороны, это может быть и материальная выгода. Ну, а с третьей стороны, партнер рассчитывает, ну и чувствует, что вы как шанс. В целом карта неплохая, но смотрите, не манипулирует ли вашим финансовым потоком здесь. Если нет, тогда все хорошо. Если да, то опять-таки нужно смотреть, насколько это взаимно, потому что материальное распределение никто не отменял никогда в отношениях. Ну, нужно же трезво смотреть на ситуацию, а у вас иллюзия, да, как-то так. Трезвости не хватает. Хорошо. Видит ли и как он видит, загаданный вами человек, перспективу в ваших отношениях? Попытаемся разобраться. Ну, я даже не буду ее озвучивать, эту карту, да, вы прекрасно понимаете, что такое 2 кубков, да. Да, видит перспективу в любви. В чем суть кармы ваших отношений? Суть кармы. Познать истинную любовь. Познать истинную любовь. Хорошо. Пока что вижу действительно неожиданный поворот. В каком ключе? В том ключе, что карты с одной стороны показывают некие сложности, да, а с другой стороны карты показывают любовь. Если вы это чувствуете и у вас так, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, становитесь спонсорами. Хорошо, давайте посмотрим. Чем пренебрегает или чем готов пожертвовать ваш партнер в этих отношениях? Смотрите, дьявол и шут. Очень такая комбинация, да, интересная. На какие жертвы он готов пойти ради этих отношений? Во.
Тут туз жезлов. Я не вижу пока, чтобы он готов был жертвовать своими интересами на любые жертвы, если это не перечит или не... Давайте перечить. Если это не пересекается с его интересами. То есть, если он может пожертвовать всем, кроме своих интересов. Вот так. Или своих планов. То есть на какие жертвы? Жертвы могут быть любыми, если это не суперечить его планам. Да? Вот я не могу на русском найти это слово. Да? Противоречит его планам. Все, вот, суперечить. Так, 4 кубков. И вот эта карта. Да. Давайте спросим. На что он готов закрыть глаза? Или на что он готов, загаданный вами человек, партнер, мужчина, женщина, на что она готовы закрыть глаза? На тревожность, на тревоги, на отсутствие детей, если их нет, и на наличие детей, если они есть. Услышьте вот это. Но, возможно, больше наличие детей будет тревожить пока в каком-то, какой-то период. То есть наличие ребенка как бы будет напрягающим фактором, а отсутствие ребенка, возможно, пока не будет напрягать. На каком-то этапе. Хорошо. Еще раз. На какие жертвы эта гадюка или этот гад готов пойти, да? Давайте все-таки, да. На какие жертвы? Ради любви, да, допустим. Со своей стороны, с его стороны, с ее стороны. Знаете, вот прям не могу сказать, что он готов чем-то жертвовать. Может быть, он будет более мягким. Потому что все-таки здесь рыцарь мечей. А рыцарь мечей — это опять нифига не жертвовать, это отстаивать свою позицию. Поэтому я вас хочу... загадывайте желание, 3 часа пробило, да. Я вас хочу как бы предупредить. Вряд ли этот человек будет жертвовать тем, что в его интересах. Здесь, знаете, вот это горизонталь на и тузе жезлов, и паже мечей, и рыцаре мечей. А это комбинация, где человек во всеоружии и интеллектуально, как минимум, да, и энергетически. Поэтому вряд ли он будет жертвовать тем, чем может управлять. Жертвовать вряд ли он будет своей властью, и вряд ли он пожертвует своей активностью, позицией. Поэтому это доминирующий партнер или партнерша мужчины, смотрите, здесь о доминации, да, о лидерстве. Хорошо. В перспективе здесь может быть любовь, может развиваться отношения, да. Станет ли судьбою это ваше развитие, да, в перспективе? Давайте вот так, по судьбе ли вам этот человек? Не факт. 3 мечей. Будьте осторожны. Хорошо. Что может стать, вот висящий, да, что может стать тем испытанием кармическим для развития ваших отношений, для рыцаря кубков? Для мужчины, для женщины, да, вот так. Или что является тем кармическим узлом, да, который может причинить какую-то боль, да, 3 мечей, да, страдания в эти отношения. Давайте, что станет испытанием? Все-таки вот так может стать. 3 кубков, с одной стороны, это когда все легко, да, и вам кажется, что вот все конфетно-букетный период. Это первая часть. А другое треугольник может стать, то есть соперник, соперничество, измены или ревности. Вот это вот может быть. То есть, смотрите, первое, что может вам помешать?
да? Или что может испытать ваши отношения? Вот, довести до тройки мечей. Тройка кубков. А тройка кубков – это легкость, да? Изначально все очень легко. Ну, например, там, мужчина задаривает подарками. Или женщина идет прямо на все, да? А потом раз и резко в свою позу. То есть сперва теплый душ, а потом такой холодный, да? Ну, так нельзя. Вот. И треугольники, банальные треугольники, соперничество, верность, неверность, подозрение, да, вот они ревности, вот они ревности, вот он ревнивый характер, вот это вот ревнивый характер здесь лежит. Ну, это будет разбивать, ну, может разбивать, да, то есть испытания тут есть. Окей. Хочет ли загаданный партнер вами продолжать эти отношения? Да, мы меняем колоды. Хочет ли продолжать отношения с вами загаданный вами мужчина, женщина? Хочет ли он, она продолжение? Да, девятка жезлов, он хочет результата. На какой результат рассчитывает загаданный человек? Нет, не будем смотреть. Здесь я хочу спросить, ревнует ли он вас? Ревнует ли он вас? Или она? Скорее да. Больше да. Да, он может, она может делать вид, что не ревнует. Может делать. Это стабильная карта очень. Но есть ли ревность? Да, она здесь есть. Ревнует. Хорошо. Что его в вас больше всего выводит на эмоцию? Ну, давайте бесит, да, вот так. Или делает агрессивным. Здесь карта, ну, она больше о мудрости какой-то. Это важная карта очень. Это как бы карта символа этой колоды. Знаете, его делает агрессивным, может быть, ваша поспешность все-таки. Либо ваша поспешность, либо ваша агрессия, кстати, может быть по этой карте. Здесь больше о мудрости и об агрессии, поэтому смотрите, как ваша мудрость и агрессия влияет на его агрессивность. Просто прислушайтесь. Может быть, вообще ничего тут нету, да? Карта-то светлая, в принципе, поэтому, ну, давайте я так скажу, что его выводит на эмоцию: ваша торопливость, ваша агрессивность и ваша, скорее всего, неспособность адаптироваться к ситуации. То есть ваша строптивость. Но он же хочет подчинения, в принципе, да, стремится. Давайте посмотрим, что реально на самом деле разбивает эти отношения. Вот прям реально разбивает. Ну, потом еще и треугольники посмотрим. Пока что нерешительность загаданного человека, особенно мужская нерешительность. То есть, давайте я скажу, разбивает отношения нерешительность. Ну а если мужчина нерешителен, то это вообще очень плохо в этой ситуации. Здесь мужчина, ну я не говорю, что он должен что-то, обязан быть решительным, да. Этот змей должен быть крылатым, да. Почему это он к вам не на кабриолете приезжает, да? Хорошо. Давайте спросим, есть ли соперница в этих отношениях? Почему не проверить? Треугольник, тройка мечей и тройка кубков рядом. И подозрительность. И если он вас ревнует, почему бы, или она, почему бы не проверить, да? Шестерка пентаклей, может быть, по шестерке пентаклей, может быть. Но я скажу так, 50 на 50 надо проверять, может быть, скорее да, чем нет. Все-таки это и вашим, и нашим карта такая. Да, она обтекаемая, да, этот треугольник пока может действительно и не портить отношений. Присутствие его в большей мере картами ощущается, да, то есть где-то что-то, рано или поздно треугольник может стать камнем преткновения, особенно
финансовый поток, если вы почувствуете, что деньги, материальный мир, да, обеспечение ваше, или деньги как-то вот влияют, или утекают куда-то, да, или не попадают туда, куда надо, да, вот такое. Или, рано или поздно, может быть, какое-то распределение имущества коснется. Поэтому, особенно, допустим, может быть, что-то с бывшим или бывшей партнершей, может быть, материально. Поэтому рано или поздно, давайте так, треугольники лежат в перспективе. Поэтому рано или поздно треугольник сыграет какую-то свою роль в этих отношениях. Просто к этому надо быть готовым, и нужно быть готовым, да. Хорошо. Чего он от вас добивается? Смотрите, интересный вопрос. Вот он добивается прям чего-то. Чего добивается? Или чего хочет достичь? Эта карта как раз вот достижение. Да? Какого результата хочет достичь или чего он хочет от вас, да, иначе можно так спросить. Нет конкретики. Вуаль, да, то есть он сам до конца не знает, чего он хочет. Но отпускать он вас точно не хочет. И, скорее всего, он хочет от вас покорности, зависимости и подчинения. Такая карта. Готов ли он вам помогать? Здесь это, только вот четко помогать, конкретно помогать. Четко, конкретно помогать. Да, при распределении ролей доминирования, да, кто над чем доминирует. Да, карта неплохая. То есть вы, как партнер или партнерша, можете быть на коне, да, в этой ситуации. То есть, да, наверное, с точки зрения лидера, почему-то мне вот такое идет. Мудрый совет вам от змеи. Вот что хотят сказать вам змеи через вот эту розовую колоду, да, ванильную. Такой ванильно-розовый совет от змеи. Семерка пентаклей. Вы сейчас сомневаетесь. В общем, вам совет. Преодолейте свои сомнения. Рядом шестерка жезлов, тут колесница. Преодолейте свои сомнения. Тень сомнения должна быть преодолена. Давайте спросим, каким образом вам преодолеть тень сомнения в этих отношениях? Что вам поможет это сделать? Или что станет импульсом? Пятерка мечей. Нужно не бояться проиграть. То есть нужно не бояться проигрыша. Карта страшная, неприятная, она всегда о поражении, о проигрыше, о чем-то плохом. Поэтому, чтобы преодолеть свою тень сомнений, нужно не бояться проигрывать. Да, чтобы выиграть в лотерею, нужно купить лотерею. Поэтому, может быть, просто нужно осознать, а что вы теряете в случае проигрыша. И, возможно, поставить на кон все и не бояться проиграть. Вот такие вот как-то месседжи по этим двум картам. И смотрите, семерка и пятерка порождают 12 висящего. Вы в любом случае это проживете. И если вы сейчас это будете оттягивать на потом, то потом, как раз она, карта в потом лежит, то потом в будущем вы все равно это проживете. Да? То есть лучше проиграть сейчас и получить этот опыт, нежели его отложить на потом, и потом его все равно получить. Вот такой вот месседж здесь идет. Я не знаю, зачем он вам. Если не ваше, не берите. Нормально. А если ваше резонирует, то тут пятерка мечей, поэтому для чего-то оно тут есть. Хорошо. Хорошо. Вот здесь есть, знаете, как бы покровительство, но оно какое-то коллективное. Кому он еще помогает, если не только вам? И, может быть, кому-то это так вопрос актуален. Кому он еще помогает? Или на кого он еще тратит энергию? Вот так тоже можно. Это могут быть его дети. Эту энергию, скорее всего, он тратит в виде денег. И, в принципе, тот человек,
который ему интересен. Но, скорее всего, это дети, и это тот, ну, кому он еще что-то должен по вот этой карте. Это карта кармических долгов. По сути, как бы, скорее всего, либо дети, либо тот партнер, с которым он связан кармическим долгом. Да, вот так. Или связывает себя. Ну и тут уже смотрите, если вы тут точно знаете, что вы одни и треугольника нет, тогда это ваше, ну, как бы это ваш профиль, ваши дети, условно говоря, если они есть, да, и ну, вообще ваш материальный мир. Вот так. Хорошо. Хорошо. Чего ожидать от загаданного человека в ближайшие дни, ну, в ближайшее время? В тот отрезок времени, который вам актуален, загадайте его. Он не пойдет на большие какие-то уступки, и он постарается удержать все в своих интересах. Ну, то есть, по сути, если он был пассивный, особенно в деньгах, то он таким и останется. Если он был пассивный в действиях, то ну, глобально ничего пока не изменится. Хорошо. Готов ли он вас потерять, если вдруг вы ну, резко там захотите делать какие-то движения, хлопать дверями и так далее, да? Карта, она обычно говорит нет, но она очень такая, давайте так скажу, ваше хлопание дверями может ударить по вам в первую очередь. Поэтому нет, он не готов вас терять, но вот это ваша попытка этим поуправлять вряд ли принесет вам выгоду, если вам действительно выгодны эти отношения, ну или там вы имеете чувства и так далее, то есть если вы не хотите их терять. Хорошо, вам совет, что вам лучше делать и чего вам лучше не делать в этой ситуации. Что вам лучше делать? Ну, смотрите, здесь нужно преодолевать дьявола, и нужно понимать, что это за дьявол. Да? Если, например, там, этот дьявол ваша созависимость, то работать с этой созависимостью. Если этот дьявол ваш кармический узел, работать с этим кармическим узлом. Если этот дьявол, например, соперник-соперница, работать с этим вопросом. Поэтому, по сути, вам, ну, как бы нужно делать дьявола, или, раз тут два дьявола в отношениях, да, то вам нужно регулировать этих дьяволов. Ну, может быть, у вас там магия на отношениях, да, хорошо, то есть нужно регулировать, потому что, почему, видите, рядом-то лежит еще и Луна, а Луна часто магических каких-то аспектов. Да, маг не выпал нигде. То есть я и говорю, может у вас магия. А если выпал маг, я бы сказал, да у вас тут маг есть, жрица, но их тут нету, да. Поэтому тут надо проверять, а вдруг магия есть, да, может быть, это бывший гад, бывший и так далее. Поэтому, по сути, вам в этих отношениях нужно регулировать дьявола, да? Двух дьяволов. Что оно может быть как на вас, так и на нем, на обоих. Что не делать? Ну, тут туз кубков. Не любить я вам не могу запретить, да, или сказать. Но не делать вид, иллюзия, да, не делать вид, что все чисто, да, или что все пойдет вот как по руне Лагус, да, потечет. То есть не делать вид, что, ну, как бы все хорошо, когда все плохо. Вот так вот. Почему-то у меня такой месседж. Ну и совет вам от змей. Лично вам, да? Просто вот как рекомендация. Брать ответственность в том числе и на себя за эти отношения. То есть, ну, понимать, что вы тоже активный игрок. И двигать, делать движение, да, то есть не сохранять пассивную позицию и стараться двигаться в этих отношениях. В этих отношениях застоя быть не должно. И ваша инициатива может и является тем движущим, ну, движущей энергией. Мне почему-то хочется взять еще одну карту отсюда и спросить, а будете ли вы вместе? Девятка жезлов. Ну, карты говорят да, но при одном условии.
у вас тут девятка жезлов есть. Если его цели, ваши цели, его цели и ваши, его усилия, и ваши два дьявола найдут какие-то совместные цели, определят для себя и смогут преодолеть трудности, эти отношения легкими быть не могут. Почему? Потому что есть два дьявола, Луна и 12-й аркан, висящий или качели. Почему-то я уверен, що у вас все буде хорошо або добре. Все буде добре. Лишайтесь на зв'язку, побачимось, почуємось. До зустрічі. Па-па.